Как навсегда избавиться от долгов? Никак не получается, не пойму. Или есть порча, или что. Как навсегда избавиться от долгов? Давайте сейчас рассмотрим, почему долги возникают у человека. По моему мнению, долги являются следствием обмана. То есть человек начинает обманывать себя. Каким образом это происходит? Живет непосредством, обманывает других, близких или чужих людей. Даже я могу сказать, что, по моему мнению, наверняка дети, которые или мужчины, или женщины, которые склонны к тому, чтобы обманывать или врать просто так, больше склонны к тому, чтобы у них образовывались долги. Я считаю, что главная причина появления долгов – это ложь. И я считаю, что обман в любом виде рано или поздно приведет к долгу. Таким образом, если долг – это Гордиев узел, и для Гордиева узла, наверное, помните эту историю, необходим Александровский меч, то вот этим мечом является правда. Каким образом необходимо выйти из долгов? Нужно сказать себе правду. Также не стоит врать тем людям или тем инстанциям, которым вы должны. Третье. Обязательно говорите, что если у вас нет денег, вы не можете отдать, не знаете, когда вы их заработаете, несмотря ни на что, говорите именно так. Денег у меня нету, когда я их смогу заработать, я не знаю. Отдать я сейчас не смогу, ждите, когда я буду зарабатывать, и тогда я смогу вам отдавать. Вы должны знать. Есть закон эзотерики, он звучит так: за правду не наказывают, а за ложь наказывают. И еще ложь порождает ложь. Таким образом, как накручиваются долги? Человек говорит: завтра отдам, зная при этом, что он завтра не отдаст. Ситуация ухудшается, то есть появляется агрессия. Потому что любая ложь увеличивает агрессию по отношению к человеку. Необходимо говорить правду. Каким образом? Как есть. Представляете, очень хорошая есть пословица: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Так вот, чем больше будет лжи, тем больше агрессии в дальнейшем появляется по отношению к человеку. Как необходимо говорить? В случае, если нет, ничего необходимо говорить. Ничего нет, отдать не смогу, делайте, что хотите со мной. Я хочу вам сказать еще раз этот закон, поверьте мне. За правду не наказывают. Именно поэтому старайтесь говорить правду. В случае, если человек говорит правду, к нему агрессия исчезает, и к человеку начинают относиться хорошо. Один раз поверив в это, вы отдадите все свои долги. Также всегда помните, что за ложь наказывают, а ложь является и обман является следствием долгов. Отдача долгов всегда должна начинаться с намерения отдавать данные долги. Старайтесь это делать даже с маленьких сумм. Когда вы занимаете по чуть-чуть или сразу много, то вы не можете отдать сразу всю сумму. Почему? Потому что когда человек должен отдавать, то тот человек, кто отдал этому человеку деньги, он хочет получить всю сумму. А человек, который не умеет зарабатывать, у него не получается, или он решает какие-то вопросы, или какие-то проблемы, дыры, там, на здоровье взял и так далее, он не может зарабатывать. Почему? Он нарушает один из принципов эзотерики: деньги занимая в будущем. Если деньги взять как бы из будущего, то в настоящем ты становишься должником. Тем самым в настоящем ты их не заработаешь, так как в будущем или взяв их из будущего, ты их уже потратил. Именно поэтому я часто говорю, что когда деньги берут в долг, то лишаются работы, лишаются заработка, бизнес разрушается и так далее. Естественно, я могу сказать, что в случае, если вы берете деньги в долг, помните, вы роете себе яму. Человек, который занимается профессиональной эзотерикой, знает о том, что долг или в долг брать нельзя. Всегда, абсолютно всегда, максимально необходимо тотально рассчитывать на свои силы. Человек должен рассчитывать на свои силы и не покупаться на
манипуляции государства или манипуляции частных лиц или еще каких-либо, которые предлагают, заставляют брать человека в долг. Когда человек, не соображая, как это будет, начинает брать в долг, потом сам понимает, что он отдавать не может, потому что все это прекрасно знают. И после этого начинаются вот такие тяжбы, когда человек все теряет. Хочу вам сказать, как отдаются долги. Подобно тому, как вода камень точит, помните эту пословицу, также и с нашими или вашими долгами. Человек должен иметь намерение отдавать этот долг. Это намерение заключается в том, чтобы даже малую сумму необходимо было бы отдавать. Ставьте приоритеты отдавания долга на первое место, даже выше приоритетов выздороветь или выше приоритетов необходимо детям кеды и так далее. То есть необходимо там еда, мы же не можем без еды и так далее. Ограничивайте себя максимально до того момента, пока вы не справитесь со своими долгами. Помните, что долг умножается на долг, умножается на долг, и эти долги растут каждый год. И долг обычно имеет способность такую увеличиваться со временем. Об этом я обычно рассказываю на своей первой ступени. Если кто-то не знает, я очень рекомендую пройти первую ступень, которая выложена в YouTube. Вы можете вбить сейчас в поисковик Андрей Дуйко, первая ступень школы Кайлас, первый день, и просмотреть всю информацию, которая касательная долгов, отдачи долгов, методичек или эзотерических практик, при помощи которых можно эти долги убирать и так далее. Тем не менее, вот смотрите, вы должны 100 тысяч долларов, но вы зарабатываете на протяжении одного месяца только 6 долларов. Вы из этих 6 долларов должны отдавать хотя бы там 3, 5, 10%, хоть какую-нибудь сумму. Естественно, вы должны встретиться с человеком, которому вы должны, и должны отдать этому человеку эту сумму, даже если она чрезвычайно мала. Почему? Еще раз, вода камень точит. Намерение отдавать долги в дальнейшем поможет вам заработать эти деньги и отдать долги. Так было практически у всех. Среди приоритетов долг должен стоять на первом месте.